Баку путается под ногами. Эрдоган признал Карабах. Мы достигли существенного прогресса в деле заключения мирного соглашения. Мы никогда не были так близки к этому, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков. При этом он снова напомнил, что условием подписания мирного договора является изменение Конституции Армении, иначе говоря, отказ от решения 1989 года о воссоединении Армении и Арцаха. На установленной русско-турецким Карским договором 1921 года армяно-турецкой границе состоялась пятая встреча представителей Армении и Турции. Официально было заявлено, что обсуждалась возможность открытия железнодорожного пропускного пункта в Ахурике. Об открытии сообщения через КПП Маргара для граждан третьих стран публично не сообщалось. Однако, как говорят эксперты, открытие армяно-турецкой границы зависит от желания Алиева, а он выдвигает заведомо невыполнимые условия Армении, а значит Турции. Баку требует, чтобы Армения отреклась от Арцаха, называя его азербайджанской территорией. Между тем Эрдоган, словно оговорившись, признал Карабах как отдельную военно-политическую единицу. Он заявил, что, если им хватит сил, они войдут в Израиль, как вошли в Карабах и Ливию. Баку поспешил опровергнуть участие Турции в войне в Арцахе, но это сделало еще более выпуклым то, что Эрдоган фактически признал, что Азербайджан не имеет никакого отношения к Карабаху. Заявления представителя Алиева указывают на то, что в Баку понимают всю ущербность ситуации, при которой Армения и Турция могут договориться открыть границу без мирного договора между Баку и Ереваном, без отказа от решения 1989 года и без открытия Зангезурского коридора. Кстати, в Тегеране сам Аятолла Хаминеи в беседе с Пашиняном заявил о том, что Зангезурский коридор не отвечает интересам Армении и Ирана. Заявление Эрдогана насчет вторжения в Израиль вызвало международную волну возмущения. При этом некоторые аналитики вполголоса стали говорить о том, что, оказывается, в Карабах вторглась и депортировала армянское население Турция. Между Алиевым и Эрдоганом пробежала черная кошка. Мы и представить себе не могли, что они настолько быстро закидают друг друга фекалиями. События в июле развивались стремительно. Алиев подписал с китайцами соглашение о стратегическом сотрудничестве, после чего Эрдоган отказался ехать на шабаш в оккупированной Шуши, а буквально на днях напомнил, как турки вошли в Карабах, то есть обесценил победу Алиева. Этого мини-султан уже не стерпел и через свое министерство агрессии одернул некоторых, заявив, что любые утверждения о военном присутствии третьих стран в Арцахе не соответствуют действительности. И вот сейчас лютый залп алиевских пропагандистов прямиком по Турции. Шоу должно продолжаться. Делегация, возглавляемая первым заместителем министра обороны, начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенантом Эдвардом Асряном, в Лондоне приняла участие в ежегодной конференции, посвященной вопросам ведения сухопутных войн. Конференция была организована под эгидой Королевского объединенного института видов вооруженных сил, РОСИ, Соединенного Королевства и была направлена на изучение угроз, существующих в наземном секторе ведения войны, возможными способами борьбы с ними, а также на ознакомление с партнерскими решениями в этом направлении и последними военно-политическими и промышленными событиями. В рамках конференции генерал-лейтенант Эдвард Асрян провел встречу с начальником Генерального штаба британской армии генералом Роландом Уокером. Были обсуждены существующие рамки сотрудничества между двумя государствами в сфере обороны и возможности его дальнейшего развития и расширения. Глава комиссии НС Армении по обороне Андроник Кочерян и несколько других депутатов побывали в компании «Давара», производящей беспилотники для армии. Они ознакомились с продукцией армянского предприятия, обсудили вопросы увеличения госзаказа, устранения бюрократических проволочек при серийных поставках аппаратов в войска. Российские пограничники покинули ереванский аэропорт Звартнац, где несли службу 32 года. Тихо и без особой помпы Армения избавляется от присутствия так называемого «старшего брата». Вне всяких сомнений, что аналогичное решение будет принято и по военной базе в Гюмри. И тоже буднично и без ударов в грудь, но неизбежно. Здесь, конечно,
Кремлю можно говорить о враждебных действиях прозападного Пашиняна. Так проще объяснить происходящее. Однако есть и другое объяснение. Кремль все предыдущее время поддерживал мафиозные структуры прежней власти Армении, которые полностью обанкротились. И новые власти Армении не готовы повторять ошибку предыдущих. Россия сама сделала все, чтобы потерять свое присутствие в регионе. Будь политика России в регионе иной, возможно, всего этого не было бы. Говорить на камеру всякую дичь гораздо проще, чем действительно давать нужной стране результат. А так получается парадоксальная вещь. У РФ гениальный президент, блестящий министр иностранных дел, сплошь талантливые полководцы и выдающиеся капитаны бизнеса. Вот только все почему-то валится из рук, отовсюду их выгоняют и сторонятся, как зачумленных. И только какие-то изгои и бомжи называют их друзьями и партнерами. Так может, не гениальный, не блестящий и не талантливый. Тем временем в Грузии новый скандал с премьер-министром страны в одном из интервью с журналистами. Вопрос: является ли ваш визит в Иран политическим заявлением и дистанцированием от Запада? Ответ: это позорная спекуляция. Иран является очень важным государством в регионе, и с учетом этого на инаугурации присутствовали практически все государства региона на самом высоком уровне. Там были, в том числе, премьер-министры Азербайджана и Армении. Регион был представлен полностью. Правительство Армении заявляет, что хочет углубить отношения с Западом, аналогичные заявления делаются, в том числе из Запада, а премьер-министр Армении присутствовал на инаугурации иранского президента. Почему армянский «Ламджария» не осудил визит Пашиняна? Почему армянский ТВ Первили и армянская «Формула», названия грузинских телеканалов, не вышли в эфир и не осудили визит Пашиняна? Я хочу вам сказать, что такие каналы есть и в Армении, но они не получили такого задания, какое получил Ламджария. У вас своя собственная редакция, но вашей редакцией руководят ваши хозяева, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Тем временем США приостанавливают предоставление помощи правительству Грузии на сумму более 95 миллионов долларов в связи с недемократическим законом об иностранных агентах. Пауза в предоставлении помощи США является результатом пересмотра двустороннего сотрудничества, о котором было объявлено вместе с введением визовых ограничений в мае. Антидемократические действия и ложные заявления правительства Грузии несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО. Вашингтон продолжит оказывать помощь, которая пойдет на пользу народу этой южно-кавказской страны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости мира.